Рассмотрим регистратор MAI 70-Dash Cam Pro. Достаточно компактный, с поворотной камерой по вертикали. Крепится на площадку, приклеенную к стеклу. Еще предусмотрен блок GPS, но я купил без него. Крепление на стекло. Для начала необходимо выбрать подходящее место для крепления навигатора. Оптимально крепить его в центре лобового стекла под зеркалом заднего вида, чтобы не закрывал обзор и сильно не мозолил глаза. Вначале нужно очистить лобовое стекло в этом месте от загрязнений. Снять защитную пленку с электростатической наклейки и прижать ее к стеклу. Постарайтесь удалить все пузырьки воздуха между наклейкой и стеклом. Снять защитную пленку с клейкой поверхности крепежной площадки и закрепить площадку на электростатической пленке. Старайтесь попасть в контур, нарисованный на пленке, или немного левее, чтобы пленка не попадала в обзор камеры. Я немного промахнулся и первое время думал, что камера дефективная, так как половина картинки была резкая, а другая размытая. Со временем я понял, что пленка закрывает обзор, и немного ее обрезал. Кабель питания с помощью специальной лопатки, которая идет в комплекте с регистратором, затолкал под обшивку с правой стороны. Получилось достаточно прилично. После подключения регистратора к USB настройте угол наклона камеры, чтобы она была направлена вперед. У видеорегистратора предусмотрена возможность подключения блока GPS, но в моем случае его нет. Включение и выключение питания происходит с помощью большой кнопки. На корпусе также есть кнопки управления регистратором, динамик, индикатор состояния регистратора. Зеленый свет горит при стандартной записи. При записи происшествия моргает зеленый. Красный – это ошибка записи. Синий – регистратор в спящем режиме, запись не выполняется. Поворотная камера и вывод для подключения microUSB. Слот для карты памяти. Минимальный объем карты памяти должен быть не менее 8 ГБ, максимальный 64. Но думаю, что можно использовать карты с большим объемом памяти. Но надо пробовать. Класс карты должен быть не менее 10. Для включения регистратора достаточно кратковременно нажать кнопку питания. Для выключения кнопку необходимо удерживать 3 секунды. Для принудительного выключения регистратора необходимо удерживать кнопку 15 секунд. У регистратора есть аккумулятор. Он используется для питания в режиме наблюдения за припаркованным авто. При включении регистратора с новой картой ее необходимо отформатировать. Вставлять и вынимать карточку нужно при отключенном регистраторе. Запись событий осуществляется циклично по кругу. Старые записи затираются. При первом включении регистратора предлагается выставить время, а также включить функцию наблюдения за транспортным средством на парковке. Можно пока отказаться, а далее мы рассмотрим, как это сделать через меню. Тут же предлагается с помощью QR-кода загрузить приложение. Тоже сделаем это чуть попозже. Рассмотрим настройки регистратора. При нажатии правой клавиши попадаем в меню настройки. Первым пунктом идет включение точки доступа Wi-Fi. При включении этой опции все функции устройства работают с телефона через мобильное приложение. Следующий пункт – чувствительность к ДТП. Регулируется в пределах высокая, низкая или вовсе можно отключить. Я оставил высокой. При необходимости можно отформатировать карту памяти. Кстати, чтобы исключить сбои из-за карты и поддерживать скорость чтения, производитель рекомендует раз в 2 недели выполнять форматирование карты памяти. В пункте «Системное время» можно выставить текущее время, но рекомендую не заморачиваться насчет точности, далее мы синхронизируем его через телефон. Время отключения экрана. После того, как регистратор запустился, если указали в настройках, экран погаснет. Можно выбрать время в 30 секунд или 1 минуту, а можно оставить его всегда включенным. Чтобы не раздражал, я указал отключение через 1 минуту, так как 30 секунд оказалось мало для выполнения каких-либо настроек. В дополнительных настройках есть включение-выключение Wi-Fi. Кодирование видео на выбор с помощью кодека H264 и H265. При выборе H264 можно выбрать запись видео в разрешении 1920 на 1080 и 1280 на 720. Если выбрать кодек H265,
то предлагается 2592 на 1944, 2560 на 1440 и 1920 на 1080. При выборе кодека H265 появляется предупреждение, что некоторые телефоны не могут воспроизводить видео стандарта H265, поэтому их нужно воспроизводить на персональном компьютере. При одинаковом качестве кодек H265 выполняет большее уменьшение размера файлов и позволяет экономить место на карте памяти. Я пришел к выводу, что лучше использовать 2592 на 1944 или 2560 на 1440. Но в случае использования 2592 на 1944 картинка выводится квадратной и растянутой по вертикали. Поэтому я для себя установил более привычное соотношение сторон 2560 на 1440. Примерные размеры файлов я свел в небольшую табличку. Красным цветом я выделил наиболее приемлемый для себя вариант. По сути, для него видеофайлы самые объемные. Примеры видеороликов выложены отдельно и открываются по ссылкам внизу. А здесь можно примерно оценить качество видеозаписи регистратором. Следующий пункт – меню продолжительность записи. Дело в том, что регистратор записывает видео короткими фрагментами. Сделано это для облегчения поиска нужного участка. И вот продолжительность этого фрагмента можно установить в 1, 2 или 3 минуты. Чтобы не плодить количество файлов, я выставил 3 минуты. Громкость динамиков можно регулировать высокая, умеренная, низкая. Вначале я установил высокий уровень, но со временем это стало мне резать слух. Поэтому снизил громкость до умеренной. Низкий уровень вообще слабо слышен. Звук при включении питания можно включить, а можно выключить совсем. Если включен, то со временем начинает раздражать. Наблюдение за транспортным средством на парковке. Можно выставить чувствительность высокую и низкую. Если включена эта функция, то будьте готовы к тому, что каждый раз при выходе из машины и хлопанью дверью будет записываться видеонаблюдение. И когда вы в следующий раз будете включать питание, будет выдаваться сообщение о видео с парковки. Так как при отключении регистратора время работы от аккумуляторной батареи ограничено, то ограничивается и время работы в дежурном режиме на парковке. Можно установить 20, 30, 40 и 50 минут. Для себя я выбрал максимальное время. Функция ADAS включается при наличии модуля GPS. В этом видео она не рассматривается. Обновление системы проводится только при помощи мобильного приложения. В крайнем случае можно вернуться к заводским настройкам. После этого все настройки регистратора придется выполнять заново. В разделе «Сведения» можно увидеть полное название устройства и посмотреть версию прошивки. Рассмотрим, за какие настройки отвечают кнопки на экране. Первая слева позволяет включить или выключить запись звука. Чтобы вот это искоренить и отработать, вот у нас такие вот частые, самостоятельные частые контроль. Это сделано специально. Друзья мои, повторяем. Итак. У острой частоты тоже так. Все, домой. Вам никуда больше не надо? Ну, у меня возле сельхозтехники высадить, я пойду до сметаны. Следующее – включить видеозапись происшествия. Если вы хотите записать происшествие, нужно как можно быстрее нажать на эту кнопку. И тогда файл записи сохранится в отдельную папку. Таким образом, его будет проще найти. Продолжительность записи аварийного видео после нажатия кнопки 30 секунд. Однако регистратор автоматически извлекает последнюю запись и записывает предыдущие 60 секунд до нажатия кнопки. В итоге продолжительность записанного ролика составляет 90 секунд. Запись завершена. Нажатие следующей кнопки позволяет открыть альбом записей. Видео в это время не записывается. Можно просмотреть обычные записи, аварийные, а также фото. Видео в режиме воспроизведения можно ускорить в 4 и даже в 8 раз. А также можно удалить ненужное видео. К слову, фотоснимок можно сделать только с помощью мобильного приложения
или голосовым управлением. Но в моей прошивке управление голосом не работало. Разрешение фото 2560 на 1440 и размер его около 5 мегабайт. Всего программа позволяет сделать 100 фотоснимков. Когда включен режим записи с парковки, то горит буковка П. При включении точки доступа Wi-Fi появляется значок Wi-Fi. При отключении он перечеркнут. Если кратковременно нажать на большую клавишу, то это приведет к отключению экрана. Подключение Wi-Fi. При подключении Wi-Fi все операции по управлению регистратором передаются мобильному приложению. Для начала заходим в Google Play и ищем приложение 70 мои. Устанавливаем его и после запуска регистрируемся. Для этого вводим электронный адрес и ждем код безопасности на mail. У вас есть 60 секунд, чтобы ввести его в приложении. Вводим пароли, завершаем регистрацию. Добавляем наше устройство в приложении. Это 70 мои Smart Dashcam Pro. Включаем точку доступа на регистраторе. Переходим к приложению на телефоне и отмечаем там, что точка доступа Wi-Fi регистратора включена. Жмем «Подключить» и попадаем в настройки нашего Wi-Fi соединения. Подключаем наш регистратор, вводим пароль. После синхронизации с помощью приложения можно управлять регистратором. Нажмите кнопку «Подтвердить для авторизации». Здесь можно делать фотоснимки, предварительно предоставив доступ к медиафайлам. Снимок сделан. В галерее можно просмотреть фото и видеозаписи. Нажав на три точки справа вверху, мы попадаем в настройки. Здесь практически все то же самое, что и в регистраторе. Из интересного. Можно синхронизировать время на регистраторе с телефоном. В настройках видео можно выбрать стандарт телевещания PAL или NTSC с частотой кадров 25 или 30 в секунду. Не буду точно утверждать, но где-то в интернете я встречал информацию, что в этом регистраторе частота в 30 кадров сделана за счет дублирования каждого шестого кадра. Это может вызвать подергивание картинки на некоторых устройствах. Для обновления программного обеспечения регистратора нужен телефон с мобильным приложением 70 мои. Подключение к регистратору не требуется. Запускаем приложение и жмем значок в левом верхнем углу. «Мои устройства». Выбираем регистратор. Обновление встроенного программного обеспечения. В моем случае этого не требуется. Если устройство требуется обновить, то жмем «Загрузить новую версию встроенного ПО». После завершения загрузки необходимо вернуться в главный экран и подключиться к регистратору. После того, как откроется экран предварительного просмотра, появится предложение. Обнаружен доступный пакет обновления, отправить его на регистратор. Нажимаем «Отправить» и ждем, когда обновление завершится. При обновлении регистратор нужно подсоединить к питанию. В целом, регистратор достаточно удобный, функциональный. Из минусов нет голосового управления для русифицированной версии. Можно было бы установить промежуток времени между выключением прибора и включением режима парковки, чтобы водитель мог выйти из авто. Очень удобно, что какое-то время работает от аккумулятора. Можно использовать как мини-камеру с записью звука. Очень удобно снимается с крепления и достаточно удобный доступ для закрепления на площадку. При приобретении блока GPS добавляется ряд дополнительных функций. Желаю, чтобы регистратор вам прослужил долго.